Всем привет, это видео на канале Комф, меня зовут Саша Лепота, продолжаем говорить про фотографию. Кто вдруг не знает, я фотографирую только на смартфон, но это видео будет полезно для всех, потому что говорим непосредственно про определенный стиль, а именно фотографию архитектуры. Именно с фотоархитектуры различных строений начинают большинство фотографов, но тут есть и первая, самая главная ошибка новичков. Многие, увидев красивое здание, достают свои телефоны и фотографируют его, и после этого, даже если фотография получилась действительно качественно, считают, что в этом есть их заслуга, но это не так. Если вы сфотографировали, к примеру, оперный театр во Львове или Эйфелевую башню или что-нибудь такое, и даже правильно все скадрировали, расположили, ничего не обрезали, это не делает вас творчески успешным человеком или фотографом, потому что это здание, этот объект были красивыми не из-за вашей фотографии, их такими сделали. Вам же нужно тренировать и проявлять свои личные творческие качества и креатив. Поэтому самый главный совет: вам нужно искать необычные ракурсы, играть с формами, линиями и их пересечением. Первое, что вам нужно знать: не нужно фотографировать архитектурные строения, как фотографируют туристы. Они достают свои фотоаппараты или телефоны и фотографируют вот так, с высоты своих глаз, то есть просто смотрят на здание и делают кадр. Таким образом, у вас очень маловероятно получится что-то годное. Дело в том, что именно с высоты своей головы большинство людей смотрят, и это самый привычный ракурс, поэтому если вы делаете фотографию вот так, ничего хорошего получиться и не должно. Что нужно сделать? Нужно присесть, нужно посмотреть вверх, направить камеру как-то по-другому, наклонить ее, в общем, искать какие-нибудь другие ракурсы. Посмотрите на какое-то обычное здание через окно напротив стоящего здания, поиграйтесь с рамками окон, поиграйтесь с линиями, с их пересечением и получите что-то необычное. Кадрируйте фотографии специально неправильно, чтобы итоговый снимок отличался от привычного взгляда рядового человека. Смотрите вверх, потому что так делает очень небольшое количество людей. Наблюдайте за тем, как падает свет от солнца. Некоторые архитектурные фотографии стоит обрабатывать с завышенной контрастностью. Нужно искать минимализм в кадрах, и нередко в архитектурном фото можно задействовать черно-белую съемку. Особенно если архитектура современная, со строгими линиями. Как я говорил, ищите необычные ракурсы. Играйтесь с тем, как одно здание расположено по отношению к другому. Помните, что у вас всегда может быть передний план, и это может быть прямо какая-нибудь стена перед вами, которая будет занимать половину кадра, а огромное здание, которое расположено сзади, будет на самом деле маленьким в кадре. Тем не менее, если вы все-таки хотите сфотографировать что-то красивое и известное, к примеру, ту же Эйфелевую башню или Empire State Building, просто проявите творчество. К примеру, красивое здание можно совместить с другими, расположив их по бокам. Просто найдите нужный ракурс. Как я уже сказал в начале, многие новички считают, что фотографировать нужно только какие-нибудь древние здания, к примеру, восстановленные музеи, театры и так далее. Но ваша задача как фотографа — увидеть что-то необычное в самых повседневных банальных вещах и сделать из этого что-то красивое при помощи тех советов, которые я только что перечислил. Помните, что на самом деле все достаточно просто, особенно сегодня, в век цифровых фотокамер и тем более смартфонов, потому что вы можете отправиться на фотоохоту по своему городу, нащелкать 1000 фотографий и не переживать за стоимость пленки и дальнейшей работы с ней. Экспериментируйте, пробуйте совмещать фонари со зданиями, одни здания с другими. Просто играйтесь с архитектурой, которая окружает вас. И не нужно считать, что в вашем городе нечего сфотографировать. Я вас убеждаю, что в любом месте можно делать просто 1000 красивых фотографий. И только практика научит вас фотографировать, в том числе и архитектуру, и делать снимки красивыми. Не забывайте подписаться на наш канал, поставьте этому видео палец вверх, если оно вам понравилось, и также посмотрите видео про видеоредактор Power Director и про то, как сделать красивое силуэтное фото.